Всем доброй ночи. Вы знаете, друзья мои, на самом деле человек не достигает многого в своей жизни только по одной причине – из-за лени. Лень губит цивилизацию. Человеку лень менять свою жизнь, лень что-то новое делать, лень идти вперед и так далее. Лень и лень. Ну вот, собственно говоря, лень – это такая, скажем так, эпидемия. Охватывает всех иногда. Иногда неохота алтарь готовить, провести какие-то более сложные работы и прочее. Иногда хочется просто что-то провести, начитать, чтобы были быстрые деньги. На быстрые деньги очень много у меня ритуалов, которые я вам подарила. Кстати, пользуясь случаем, хочу поблагодарить человека, она поймет. Она просто захотела сделать ритуал похожий. Может быть, ей понравился мой ритуал. Я понимаю. Это не обязательно, не все нужно, знаете, учитывать как некое воровство и так далее. Иногда бывает, что человеку очень нравится, и человек хочет по-своему что-то сделать похожее. Человек извинилась, поняла свою ошибку, удалила этот ролик. Я рада, что есть люди здравомыслящие. Я уже говорила, что есть здравомыслящие сайты, которые после того, как я попросила, они везде отметили мое авторство. Есть здравомыслящие люди, которые понимают, что таким образом они ничего не достигнут. Поверьте мне, что если человек честный, он больше привлекает уважение к себе, чем если человек просто, знаете, наперекор, все равно как вот баран упирается на новые ворота, да? Ни в какую. До последнего гнет свою линию, хотя понимает, замечает, что уже позорится. Поэтому если человек изначально понимает, что совершил ошибку, а мы все не без греха, у нас у всех могут быть ошибки, неправильное поведение, но не так мы поняли, в чем-то не так мы поспешили, мы не так решили сделать, не нужно было, может быть, не очень правильную тактику выбрали, всякое бывает. Если человек осознает, я считаю, что такие люди просто достойны уважения. И я уважаю этого человека за честность, за порядочность прежде всего. За то, что человек до последнего не стала гнуть свою линию, а просто поняла, что не очень правильно поступила и все-таки остановилась, призадумалась и просто удалила от греха подальше, собственно говоря. То есть, чтобы не было усугублений своей ошибки. Хотя я не собиралась ничего говорить совершенно. Я просто сказала, что не очень нужно было так делать, даже если там самые благородные, самые благородные порывы, да, не обязательно, чтобы там была какая-то неправильная мысль. В любом случае, я благодарю за адекватность, за понятливость. Если человек тут же понимает свою ошибку, исправляет, то этот человек очень многого достигнет в жизни. Далее. Этот ритуал для ленивых, я так и назвала. Этот ритуал я тоже совершаю, много раз совершала, но хочу вам сказать, что если вы хотите постоянной стабильности, вы должны все-таки делать с алтарями. Вы должны делать так, как я вас учу и показываю. Это принесет стабильность в вашу жизнь, это будет постоянное вливание денежного потока, обновление денежного потока. Поскольку Фортуна капризная богиня, нужно все время ей уделять внимание. Она такая, она требует внимания. Когда они чуть-чуть забывают, она может немного так охладить к вам. И чтобы этого не было, о ней надо, то есть о себе надо ей все время напоминать, все время благодарить и так далее. Вот по этой причине, собственно, я говорю, что часто надо повторять. Кроме того, денежная энергия, она очень хрупкая энергия. Она сильная энергия, но хрупкая. И исчерпывает себя иногда денежная энергия. Иногда бывает, что глазят ваши доходы. Иногда бывает людская зависть, все такое. Опять начинает торможение. Снова надо проводить. Как снимать там всякие препятствия и так далее. Столько я вам дарила, что мне кажется, что уже вы сами можете прекрасно понять, как что проводить. Но если вы хотите получить определенное время, то есть резкое открытие вашего денежного пути, то проведите вот этот ритуал. Много чего не требуется.
Вам нужно на стол поставить свечу, желательно зеленую. Если не найдете, возьмите восковую свечу. Значит, бокал воды и благовоние. Вот подобная палочка, чтобы дымилось. Испокон веков известно, что дым гонит домой неверных мужей. Так вот, дым может гнать к вам и деньги, денежную силу и энергию. Тем самым вас усилить и дать определенную стабильность. Но я вам повторяю, что это такой ритуал для ленивых. Для более сильных результатов и для того, чтобы постоянно были денежные вливания, нужно делать более серьезные ритуалы, которые я вам дарила. А это на быструю руку. Это принесет вам денег. Один раз принесет. Придется снова делать. Итак, зажигайте палочку. Сейчас, секунду. Угу. Вот дым идет, и вы читаете. Кстати, все это читать нужно 7 раз и в конце выпить воду. Дым Дымович, густой и легкий, поднимайся к небу, растворяйся в сферах, денежную силу гони ко мне, энергию удачи собери и дай в руки мне. Дым к небу поднимается, что прошу, то сбывается. Дым по небу гуляет, мне деньги собирает и мне приносит. Итак, далее зажигаем свечу. Угу. Огонь свечи горит, сила древняя зрит, через силу огня ко мне деньги придут, вселенная услышит и деньги подарит. Огонь гори, а монета приди. Берем воду. Так, чтобы губы практически касались воды, то есть сверху воды читаем. Вода вечная, бесконечная. Сколько капель в море, сколько в океане, сколько капель в этом стакане, столько денег ко мне. Вода во мне, деньги ко мне. Дым деньги гонит ко мне, огонь деньги ко мне приворожит, а вода деньгу приумножит. Аминь. 7 раз читайте, в конце, когда уже прочли, еще раз говорите. Вода во мне, деньги ко мне. И выпетли. Все. Вам буквально потребуется минут 7-8. Смотря насколько быстро вы читаете. И ждите определенную сумму денег. Но еще раз говорю, это для людей, у которых, скажем так, нет возможности ставить алтарь, нет возможности там зажигать свечу, может быть, в гостях, может, гости дома и так далее. Чтобы не прерывать свою связь с деньгами, чтобы постоянно пополнять свой бюджет. Можете это провести. Всем удачи!